Я отдала свой паспорт, оплатила регистрацию на прием. Есть там кто-то? Здравствуйте, да. Скажите, пожалуйста, сколько пациентов в месяц обращаются в вашу клинику? Приезжают или которые обращаются? Которые обращаются за лечением. За лечением за месяц только одного пациента, там консультанта около 200 пациентов обращается, но у нас больше 100 консультантов, и можно сказать, что больше 2000. 2000 человек в месяц обращаются за консультацией? Да. Ага. А на лечение приезжают? На лечение приезжает около 700-800 человек за месяц. Это большие цифры. Да, большие цифры. У нас клиника большая, как вы видите, и больше 15 врачей у нас, 2 имплантолога, а остальные все косметологи, которые ставят коронки. Скажите, пожалуйста, преимущественно с каких стран к вам едут? Ну, из Германии, Франция, Америка. И остальные европейские страны, ну, там Голландия, Швеция, Швейцария. Украинцев много приезжает? Украинцев, да, которые находятся в Европе. У нас основные по русскому украинцы, 90%, которые находятся в Европе. Но из самой Украины тоже есть пациенты, так как сейчас там нету стоматологии, они приезжают к нам для лечения. Ну, как вы знаете, в Европе очень дорогая стоматология, и поэтому очень много людей ищут качественную стоматологию, протезирование, и за не очень большие деньги. Да, кажется, благодаря им мы уже стали один из самых лучших не только в Турции и Европе, не только по стоимости, а по качеству тоже. Например, в Европе один врач делает импланты и коронки, а здесь не такое, у каждого свой профессиональность есть. Как вы можете сказать, клиника Омер Истанбул, она конкурентоспособная в ценовой категории и по качеству среди других известных? По качеству, да, но по цене у нас более дешевле, чем многие знаменитые клиники. Скажите, пожалуйста, максимальное количество визитов для голливудской улыбки к вам и минимальное? Минимальный один, если есть все зубы, только хотят голливудскую улыбку. А максимальные 3 и 4 иногда бывает. Это зависит, ну, скажем, если у пациента уже долго отсутствуют зубы, там костная потеря большая бывает, и нужно будет сначала там пересадка костей сделать, и в втором визите устанавливать имплантанты, третий визит уже новая улыбка. Ну, это все-таки очень хорошо, потому что некоторые люди ходят к стоматологам годами, вот я, например, а результаты не имеют, поэтому лучше все-таки 3 раза прилететь и получить уже готовый результат, красивый и качественный. Правильно? Мне сделали рентген, и вот пока я ожидаю сейчас доктора, приготовили мне кофе здесь, я жду, что будет дальше, потому что, конечно, это какой-то ужас. Я знаю, что у меня очень плохое состояние зубов, и сейчас, посмотрев снимок рентгена, я в очередной раз просто ужаснулась, и я сейчас жду, когда придет доктор, он проведет еще такой визуальный осмотр и будет говорить, что будет делать дальше. И здесь в клинике очень много медперсонала говорит на русском языке. И плюс ко всему еще пришел переводчик дополнительно ко мне, и все как бы мне говорило, что нужно делать, если кто-то из медперсонала не говорит по-русски. Вот. Так что очень удобно, никакого дискомфорта, все объясняют, что как стать, что снять нужно с себя. В общем-то, проблем пока нет с языковым барьером. Burada 2 tane implant yapacağız. Tamam mı? 2 implant buraya, 2 implant buraya. Bunu niye çekelim? Birincisi üstü kalınmış buna kanal, post yapmak lazım. Ucunda enfeksiyon var. Eğer ki iyileşmezse ileride de başına akacağı için buralara 2'şer implant yapacağız. Ön tarafa da kaplamalarını yapacağız tabii ama bu dişlerde çok fazla dolgular ve
parlak dolgular olduğu için kanal tedavileri gerekecek. Yani 1, 2, 3, 4 adet falan muhtemelen sayı artabilir. Alt taraf için durum böyle. Şimdi bu kadarını anlatalım. Bir de birkaç eklemem olacak alt taraf için. Доктор говорит, что главное мероприятие сюда нужно добавить контрапоставить. С этой стороны тут нужно удалить. Почему? Потому что, во-первых, он сломанный, совершенно уже, и здесь у него есть проекция. Мы можем увеличить канал, поставить на штифте, который его носит. Много людей, потому что будет болеть, пать, и это как нежелательно. Не надо. Поэтому лучше его удалить, сюда поставить тоже два. На нижней части есть много тон, поэтому он сказал, что на 4 зубах у вас будет дисканал. Нужно прилечить, чтобы глубокий тон есть. Да. Это же. Tamam. Şimdi üst taraf. Верхней части, получается, здесь у вас есть корень, это 8, ее нужно будет удалить. Здесь глубокая, ну, уже есть кариес, очень глубокий. Плюс глубокая пломба есть. Здесь у вас есть инфекция, поэтому ее уже лечить и держать ее, это бессмысленно. Поэтому ее нужно будет удалить. Сюда поставить 2 импланта. Чтобы установить имплант, нам нужно синус приподнять, потому что он опущенный, и нарастить. Если мы поставим имплант, мы можем задеть синусную оболочку. Поэтому сюда синус идет, наращивание импланта. Здесь у нас также есть старые глубокие пломбы. Тоже даже примерно 4 зуба будет нужно или же 5. Это говорит, может быть, следующий год может быть больше. Вот. Отсюда будет колонки. Говорит, что сюда будет, может не хватает только 8. То есть 8 это у нас зубы мудрости, а мы и так этим не пользуемся, обычно теряем. И сюда, говорит, можно будет, не нужно будет ставить имплант, почему? Потому что мы здесь заканчиваем, здесь будет 2 импланта, и они будут на одном уровне заканчиваться. Поэтому это не нужно. С другой стороны, если вы скажете, нет, я хочу поставить один имплант, здесь нужно будет тоже синус лифтинг делать, наращивать, и сюда один, на самый последний зуб ставить имплант, это бессмысленно. Если когда у вас здесь, например, из зубов что-то случится, и его уже это последующие года, 5-6 лет, да, например, тогда можно будет его удалить и сюда поставить 2 импланта. От импланта к импланту сделать носик будет более лучше, чем на один имплант. То есть это бессмысленно на коренной зуб ставить один имплант. Я поняла, но вот то, что сейчас вот предлагает доктор, это лечение, это если вот, качественно все пролечить, установить, это вот какой примерно период можно проходить с этим? Ну, импланты у вас до конца жизни будут. Потому что здесь вам нужно будет менять коронки. То есть вот на те зубы, которые остаются пролеченные, там будут коронки? Да. Коронки, у нас есть 10-летний гарантия, поэтому как бы это вы можете в течение 10 лет, когда у вас что-то, вы можете приехать полностью. Ага, отлично. То есть если я выполняю все рекомендации по уходу, я приезжаю и замена происходит бесплатно? Каждый год или же отправлять рентген, фотографии, что у вас все хорошо, что не проверяли, или же приезжать каждый год сюда на контроль. На правой стороне нижняя часть у вас кость довольно тонкая. С этой стороны еще более толще, чем здесь. Здесь у нас проходит нерв. На вот эту часть, это по рентгену так, вот то, что он посмотрел, пощупал, да, это, есть вариант, что мы сейчас, говорит, сделаем томографию, и по томографии посмотрим, говорит, если, говорит, кость будет достаточно, то есть она будет по толщине достаточно, бывает, что кость плотная, но тонкая, бывает, что толстая, но мягкая, поэтому по томографии посмотрим, если будет возможность, говорит, поставить на этот раз сюда, вот именно вот эта часть, импланты. Тогда поставим. Если нет, нам нужно будет здесь нарастить блоками, чтобы увеличить кость. И на втором сеансе у вас будет, это будет через 6 месяцев, так как у нас будет синус-лифтинг в этот раз, через 6 месяцев вы приезжаете, сюда будем устанавливать импланты, и на 3-й сеанс у вас будут коронки. То есть есть возможность того, что у вас будет 3 сеанса, не 2. Это из-за того, что здесь просто кости мало. Также здесь, из-за того, что здесь есть инфекция, тоже есть возможность того, что мы немножко уберем, почистим. Нужно будет во время операции уже посмотрим, как, может быть, нужно будет его почистить, нарастить и посмотреть, как бы полностью прочистилась эта инфекция. Если, говорит, у нас получится, говорит, то, что вы посмотрите и скажете, что все окей, все нормально, то можно будет поставить. Если нет, поставить сразу импланты, имеете в виду? Да. А если нет, тогда тоже будет 3 сеанса. Я сейчас все по томографии посмотрим. Окей. Потому что у нас то, что он говорил, что здесь есть инфекция. Если вы почистим канал, если вы последующий, получается, ваш сеанс,
Если вы будете приезжать, мы будем проверять этот эффект. Если оно уменьшилось, то есть резекция корня. Есть такая процедура. Они через кость отсюда убирать вот это место, вырезать как бы, да, убирать полностью, если оно уменьшится. Если говорить, мы будем отслеживать, делать, смотреть, что она совсем уже ушла, тогда это будет хорошо говорить, то не нужно будет ее делать. А если нет, тогда нужно будет говорить во втором сеансе. Уже в третьем сеансе нужно будет резекцию корня провести здесь. Это тоже последующие дни будет ясно. Скажите, это самая страшная ситуация, с которой... Нет. Потому что, ну, я смотрю, это просто кошмар, я не знаю. У меня проблема это с 9 лет, я постоянно, ну, стоматолог лучший друг, но не помогает. С 9 лет. Вот. Так у вас, наверное, как говорят, да, наследственно. Да. Моя мама тоже в 30 лет уже без зубов была. И очень сильно после родов. Очень сильно посыпались. Да. Например, мы сейчас по томографии мы посмотрим, говорит, но в любом случае будет вполне возможно, будет чистка, получается, инфекции. Здесь каналы. И может быть, говорит, я, в принципе, как не писал, все равно томография покажет. Если нужно, будет готовить. Я правильно понимаю, сейчас вот эти вот зубы, где нужно пролечивать каналы, они будут ставить туда временные пломбы, да? Или как? Да, конечно. После каналов там все равно будет классно, они будут открыты, он будет разболеть. И спросите, пожалуйста, не легче это все вообще удалить и поставить полностью импланты, да? Hocam, diyor ki tamamen diyor çekişiyor, tamamen diyor implant yapsak ne olur? Şöyle, Daha kolay olmaz mı diyor. daha kolay olmaz. Bir de yaşı çok genç, yani gencecik insan hani bu yaş içinde uygun değil. İleride yol geçtiği sonra 20 yıl sonra bunu düşünebilir ama şu an için iş kökleri de iyi. Yani işler sağlam sallanmıyor, enfeksiyonları var ama iyileştireceğiz bunu. Zaten iyileşmeyecek olanları çekeceğiz. O yüzden şu an için öyle bir şey onun için çok mantıklı olmaz. Uzun ömürlü de olmaz. İleriye dönük yani o yaptırabileceği bir tedavi daha olması, ona bir tedavi şansı daha vermek daha mantıklı bir şey. Он говорит, по возрасту вашему, вот, например, сейчас, как нежелательно, ну, как бы, неправильно как бы, потому что молоденького лучше свои зубы, говорит, полечить, у нее говорит, только инфекция, говорит, потом, сказать, не увеличивайте, как бы, эту проблему. Наверное, нормально, говорит, мы полечим, говорит, чистим, все нормально. Окей, спасибо. А это вы сможете уже полностью удалить и поставить остальные, как бы, импланты, это уже, ну, лет через 15. Ну, хорошо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, можно вас публиковать в YouTube на своем канале? Спасибо. Ну, не знаю, может, вы против. А доктора? Спасибо. Спасибо. Kendi kanalında bizim şu an canlı kayıtını onları yayınlamak istiyor. Benim şu an soruyor. Oh, спасибо. Thank you. Из обследования обнаружили у меня кисту здесь вверху, с правой стороны. С правой стороны вверху киста. Очень много зубов с инфекцией. Передние зубы верхние с инфекцией. Здесь тоже инфекция по зубу. Короче, очень-очень большие такие, можно сказать, проблемы. Хотя они говорят, что это не самое страшное. Но